Всем привет! Сегодня готовим очень полезную, красивую и вкусную запеканку из творога с тыквой. Это невероятно простой рецепт, который легко получится у начинающих и порадует опытных кулинаров. Уже после первого кусочка вы не захотите готовить творожную запеканку по-другому. Этот нежный, сытный десерт понравится и детям, и взрослым. Полный список всех продуктов вы, как всегда, найдете в описании под этим видео. Для приготовления понадобится 500 грамм тыквы. Для этого рецепта рекомендую выбирать яркие сорта тыквы, чтобы десерт был не только вкусным, но и красивым, ярким. Очистите тыкву от кожуры и семян любым удобным способом. Порежьте тыкву на небольшие кубики или ломтиками. Рада приветствовать вас на моем канале. Большое вам спасибо за поддержку меня и моих видео. Сочетание творога и тыквы в десерте действительно замечательное для нашего здоровья и фигуры. Таким десертом можно порадовать себя без боязни набрать лишние калории. Выложите тыкву на поднос для запекания. Если у вас дома есть фольга, желательно запечь тыкву в фольге. Так она не потеряет лишнюю влагу. Отправляем тыкву в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут. Готовность проверьте вилкой. В глубокую миску выложите 300 граммов обычного творога любой жирности. Я в этот раз взяла мягкий творог. Если ваш творог густой, добавьте пару столовых ложек кефира. Добавьте 3 столовых ложки сахара. Можно использовать сахарозаменитель или сироп топинамбура. Теперь нам понадобится манка. Добавьте 3 столовые ложки манки и перемешайте. Тыква уже почти приготовилась. Возьмем 2 яйца и разобьем их к творогу. Добавим чайную ложку ванильного сахара и перемешаем до однородного состояния. Творожная начинка готова. Уберем ее в сторону, чтобы манка набухла. Теперь займемся тыквой. Запеченную тыкву переложите в глубокую емкость. Добавьте несколько столовых ложек воды и измельчите блендером или вилкой. Количеством воды вы можете регулировать вязкость начинки. Тыквенное пюре должно получиться не сильно густым и не сильно жидким. Переложите тыкву в глубокую миску. Одно яйцо разбейте в миску с тыквой. Добавьте 1,5 столовых ложки манной крупы и 3 столовых ложки сахара или сахарозаменитель по вкусу. Перемешайте тыквенно-яичную массу до однородного состояния. Отставьте на пару минут в сторону, чтобы сахар растворился и манка набухла. Возьмите любую форму для запекания, застеленную пергаментом, диаметр или размер которой 18 см или меньше. Выложите 2 ложки тыквенной массы на дно и распределите тщательно и аккуратно, чтобы нигде не оставалось пустых мест. Удобно это делать силиконовой лопаточкой. Подготовленный творог перемешайте. Выложите половину творога поверх тыквы. Бережно и аккуратно.
Затем выложите сверху частями половину тыквы из миски. Распределите тыкву по поверхности творога, чтобы как можно большая творожная часть была покрыта оранжевой тыквой. Сильно ложку не вдавливайте в творог, чтобы не утопить тыкву, а оставьте и распределите на поверхности творога. Выложите оставшуюся часть творога. Верхним слоем добавьте оставшуюся массу из тыквы. Аккуратно распределите по поверхности, не вдавливая, заполняя каждый уголочек и все белое пространство. Поставьте будущую запеканку в разогретую до 180 градусов духовку на 40-45 минут. А пока можно заварить чай в предвкушении уютного и вкусного чаепития. Запеканка готова. Дайте ей немного остыть. Даже дети полюбят тыкву в таком виде. Сочная, красивая и море витаминов. Теперь ее можно нарезать на порционные кусочки. Посмотрите, какая она красивая! А какая она нежная и воздушная! Творожная тыквенная запеканка одинаково вкусна как в теплом, так и в холодном виде. Она подойдет как десерт к любому приему пищи, на завтрак, обед или ужин. Ее удобно брать с собой, как перекус. Осторожно, не кушайте ее как основное блюдо. Вы рискуете съесть все сразу, до последней крошки. Это так вкусно! Эта запеканка просто тает во рту. Друзья, это действительно очень вкусно и очень просто. Обязательно попробуйте приготовить. Смотрите мое следующее видео. Спасибо за просмотр. Благодарю вас за лайки, комментарии и подписку. Давайте дружить и готовить вместе.